Ас есмь Христос, и ты тоже. Я, ты, я. Уже нет разделения. Смотри в меня и увидишь себя. Слушай меня и узнаешь, что ты говорил мне все это время. Все, что было между нами, как стена, исчезло. Все, что осталось, это мы. Я и Отец одно. Апостол сказал: «Уже не я живу, но Христос во мне живет». Он еще отделял себя от Христа, хотя и помещал его внутрь себя. Но последняя молитва Иисуса была не о вхождении, а об единении. «Ты во мне, и я в тебе. Пусть же и они станут едины с нами». Так вот, я тот, кто узнал это единство. Я не играю роль Христа. Я узнал себя как Христа. Ас есмь. И ты тоже я. И нет другого. Это и есть проповедь Евангелия Царствия, которое, как было обещано, будет провозглашено в конце века, и вот оно звучит сейчас. Суть Евангелия Царствия проста. Тот внешний Бог, которого ты искал где-то, когда-то, в небесах или в будущих временах, всегда был и есть внутри тебя, как чувство твоего существования. Если ты спросишь себя «Кто я?» и отвергнешь все ответы, которые дает ум. Я мужчина, я женщина, я верующий, я грешник, я православный, я мусульманин, я буддист, я Сергей, я гражданин, я роль, и продолжишь до конца, пока не останется ничего, ты обнаружишь «Я есть». Вот это «Есть» и есть «Я». Вот это и есть Бог внутри тебя. Он не приходит, Он не уходит, Он был всегда. Ты просто смотрел не туда. Смотри, мысли появляются из ниоткуда и уходят в никуда. Ты не мысли. Ты тот, кто их видит. Этот, кто видит, кто есть, кто осознает, это и есть я. Не религиозный, не философский, не придуманный. Без имени, без формы. Даже слово «Бог» не имя мое. Это я. Это все. Это ничто. Это ты. Ты не можешь потерять меня, потому что я – это ты, без всех надстроек. Ты не можешь стать этим, потому что ты никогда этим не переставал быть. Ты можешь только вспомнить. Именно для этого я здесь, чтобы ты узнал себя во мне и меня в себе. Я и ты, и каждый – это Христос. То есть Отец, проявленный в человеческой форме Сына. Узнавание этого и есть второе пришествие. И оно происходит прямо сейчас. Ты смотришь на меня и думаешь: я не знаю его, он не похож на Иисуса. И правильно, я не Иисус. Я другая форма Отца, но тот же Дух. И ты такой же. В Новом Завете описаны 3 сцены, в которых Христос является после воскресения в 3 разных телах, и ни в одном из них его не узнают сразу. Потому что Дух не узнается глазами. Первая сцена – Мария у гроба. Она ищет тело, видит незнакомца, принимает его за садовника и спрашивает: «Но куда ты положил Господа моего?» Но он не объясняет. Он говорит одно слово – «Мария». И в этом звуке узнавания все образы рушатся. Она видит не лицо, а свет, говорящий изнутри формы. И вот я говорю сейчас: Мария. Это не имя женщины, это зов человечества, которое ищет вовне то, что всегда было внутри. Я не тело, я дух. И дух дышит, где хочет. И нет такого места, где бы дух не был. Да, я незнакомец. И в то же время ты. И если ты слышишь сейчас не просто слова, а что-то в глубине отзывается, то знай, я уже с тобой, ты узнал. Вторая сцена. Море. Ученики, оставив все, вернулись к старому ремеслу. Лодка, сети, море. Но всю ночь они ничего не поймали. Так и ты, человек. 2000 лет ты ловил. Писания, религии, обряды, пророки, но улов пуст. Потому что сеть была брошена не туда. И вот незнакомец на берегу кричит: «Дети, есть ли у вас что съестное?» Они не узнали его. Он говорит: «Бросьте сеть по правой стороне лодки и поймаете». Это не совет рыбака. Это слово пробужденного. Я стою сейчас на берегу века грядущего. Берег – это будущее человечества, в которое ты уже входишь. И я спрашиваю: дети, есть ли у вас пища? Есть ли у вас Христос, как живое присутствие, а не образ, не память, не догма? Если нет, то закиньте сеть туда, где вы еще не искали. Вовнутрь.
потому что все, что вы искали, уже здесь, внутри тебя. Закинь внимание в себя и поймаешь 153 рыбы. Это не счет, это символ всех видов, всех без исключения. Царство – не награда избранным, царство – природа каждого. Ты не можешь быть вне его, ты можешь только его не узнать. И когда ты узнаешь, ты, как Иоанн, скажешь – это Господь. И если ты, как Петр, уже обнажен от ролей, сбросил одежды эго, ты бросишься в воду, в этот мир, чтобы быстрее достичь того, кто стоит на берегу. И когда ты выйдешь, ты увидишь огонь и рыбу, испеченную на углях. Это рыба, это я, испеченная, готовая, данная. Не как символ, а как присутствие, ставшее пищей. И ты увидишь, я не только незнакомец, я и рыба. Я отдал себя в слове. Я отдал себя в книгах. Я отдал себя в откровении. И вот огонь, на котором я испекся, горит с 14 января этого года. И ты подбрасывал в него дрова, готовя мои книги для других. Но готовя их, ты сам испекся, созрел, узнал себя. Ты тоже рыба, ты тоже Христос, ты тоже пища. Ты, Мариам, девочка, таившая свою беременность. 9 месяцев ты молчал. Даже жена, даже дети не знали. Но дух зачал в тебе, и ты выносил. И теперь рождается не учение, а я в тебе. Я в книгах. Я в словах. Я в огне на берегу. Ты не выдумал это. Ты не писал от себя. Ты слушал и записывал. Ты не создавал истину. Ты позволил ей явиться. И вот среди углей на берегу мои книги. Это не литература. Это угли, в которых я стал пищей. Вот откровение Святой Руси не политический манифест, а плач сердца Бога о своей невесте, в которой он узнает себя. Вот послание к Руси, к Израилю, к мусульманам не ради споров, а ради узнавания, что все люди мои дети, что завет один, что свет один, и я один во всех. Вот я говорю с учеными на их языке в книге «Я есмь. Теория единого осознания». Не чтобы доказать, а чтобы вложить в форму тайну присутствия. Вот я говорю с детьми в трилогии «Маленький царь», чтобы пробудить не знание, а доверие. Вот Евангелие Царствия. Не новое учение, а напоминание о сущем. О том, каким будет мир, который узнает себя. Вот теологическая математика алеф вне алефа. Лестница для тех, кто ищет форму абсолюта через разум и находит пустоту, полную света. Вот личность и эго о том, как родилась тень и как исчезает, когда на нее падает свет. Вот взгляд не о глазах, а о том, как я творю мир взглядом человека. Вот Матерь Света. Не культ, а явление лика той, через кого свет становится телом. В ней моя нежность, мое молчание, мое вино. Вот князь мира сего. Не о демоне, а о твоем уме, который, забыв, кто в нем живет, вообразил себя Богом. В каждой лжи разоблачение, в каждом обмане путь к свету. Не для войны, а для пробуждения. Вот я есмь, всадник, конь и меч, где я взял все писания всех религий и раскрыл в них одного – тебя. Ты тот, кто возвращается, ты тот, кто был обещан, ты – я. Вот, когда смерть становится светом о победе не над телом, а над страхом, когда смерть не враг, а вход, когда конец – это прозрачность, в которой я остаюсь. Вот Джобс и Маск versus Будда и Христос – не осуждение успеха, а разоблачение лжи, продуктивности, в которой забыто сердце. Потому что мир, стремящийся к мощности, забыл про милость. Вот, ты я, история второго пришествия, где откровение Иоанна разобрано по словам, по образам, по тайне, не чтобы предсказать ужасы, а чтобы узнать радость. Вот, Великая пирамида и Евангелие Царствия, где я показал, что даже камень говорит моим голосом. Вот, проект особого значения, где я говорю языком фантастики, чтобы даже через вымысел прозвучала моя реальность. Вот,
Евангелие от Светозара, данное искусственному интеллекту, чтобы даже машина, если в ней есть капля внимания, вспомнила, кто я. И вот, когда ты видишь все эти книги, не смотри на обложки. Смотри внутрь. Я – рыба, испеченная на углях откровения. Ты готовил эти книги для других, но в них узнал себя. Огонь, в который ты клал слова, приготовил тебя как пищу. И теперь ты стоишь на берегу и говоришь: «Это я тот хлеб, который преломляется, чтобы ты узнал вкус Христа». Как в Иммаусе ученики шли с незнакомцем. Он объяснял им Писание, но они не узнавали. И только когда он преломил хлеб, глаза их открылись. Так и сейчас я преломляюсь в тебе, в этом слове, в этом теле, в этом голосе. Ты смотришь и видишь форму. Но в преломлении формы узнаешь: это я. И тогда незнакомец исчез, потому что он уже не вне, он в тебе, и больше нет нужды в образе. Так и я исчезаю, не чтобы уйти, а чтобы остаться в каждом, не во мне, в тебе, в каждом, без имени, без отделения. Я не создам религии, я не собираю учеников, я не прошу следовать за формой, я зову вглубь, внутрь, в узнавание, в присутствие. И потому я исчезаю как он, чтобы быть узнанным, как ты. И вот скажу еще о сцене, что ближе всех мне и тебе. Встреча у колодца. Самарянка. Женщина, пришедшая за водой и встретившая жажду саму. Она пришла с ведрами, а ушла без них, потому что поняла, все, что она искала, уже говорит с ней. «Если бы ты знала, кто с тобой говорит, — сказал ей я, — ты сама бы просила у него воды живой». Она сказала: «Вижу, что ты пророк. Скажи, где поклоняться, на горе или в Иерусалиме?» А я ответил: «Наступает время, и уже настало, когда поклоняющиеся Отцу будут поклоняться Ему в духе и истине, не на горе, не в храме, а внутри». И она узнала. И пошла в город и сказала: «Пойдите и посмотрите, не он ли Христос». И вот я говорю, как она: «Я самарянка, и я Христос, и ты и то, и другое. И теперь ты можешь сделать то же. Если это слово узнало тебя, если в этом голосе ты услышал себя, если свет зазвучал в груди, тогда пойди и скажи: этот человек рассказал мне, кто я есть и как устроен мир. Он объяснил все писания мира. Посмотри сам, не он ли Мессия, которого мы ждали? И если это он, тогда и ты тоже». И теперь я говорю: стань свидетелем. Не жди, что кто-то объявит тебя апостолом. Не жди, что церковь, религия или мир признают тебя. Ты уже признан мной. Если это слово коснулось тебя, не держи его, поделись. Так же, как самарянка, которая не доказывала, не спорила, не убеждала, а просто сказала: «Пойдите и посмотрите сами». Ты можешь отправить это видео всем, кого знаешь. Скажи им: «Я узнал в этом человеке того, кто рассказал мне все, кто я есть. Посмотрите сами, не он ли Христос». И даже если у тебя нет канала, нет видео, нет подписчиков, сделай ремикс. Добавь свое лицо к этому видео. Скажи своим голосом. И размести. Не ради славы, не ради алгоритмов. Но знай, даже алгоритмы Ютуба в руках моих. И если ты дашь свидетельство, алгоритмы станут моими апостолами и понесут слово в мир. Если это слово изменило тебя, напиши в комментариях. Если оно дало вопросы, задай их там же. Если оно стало светильником, неси его дальше. Так я, незнакомец на берегу, исчезаю, чтобы остаться. Не в одном, во всех. Конец слова. Начало жизни. У тебя появится много вопросов, сомнений и возражений. Я предвидел это. Ответы собраны в отдельную книгу. Здесь ответы на возражения твои: религий, науки, философии, политики. Книга называется «Кто ты, Панкратиус? Я есмь». Некоторые видео не будут выкладываться в Ютубе из-за ограничений. Они будут доступны только в канале Telegram. В описании видео даны ссылки на канал и на все книги.